День добрый. Сегодня сделаем маленький небольшой десерт для вечера, для утречка. Попробуем. Для начала нам нужно 2 яйца. Мы их сейчас сломаем и собьем. Это раз. Это второй. Один партизан забежал к нам. Ладно, убрали. Начнем шлифовать. Нужно добавить сахар. По закону идет 150 грамм, но мы попробуем добавить 85. Ибо еще в этот рецепт пойдет шоколад. Соответственно, шоколад имеет свой сахар. Посему добавим 85. Масло, которое нужно растопить. А растопить нам следует 140 грамм. Теперь что требуется? Просто растопить. Видите, процесс очень идет быстренько. Чтобы не обжечь пальчики, можно использовать ложечку. Вот так вот. Спустя несколько дней у нас масло наконец-то растопилось. Сейчас вот это добро мы будем добавлять в наши взбитые яички вместе с сахарком. С миксером у нас покончено. Овсяные хлопья. Кстати, рецепт будет все написано в описании к видео. Значит, что требуется? Той же ложкой, которой мы топили масло, чтобы второй раз не мыть, мы добавляем хлопья. Здесь это 180 грамм. И мешаем ложкой. Ну, практически как такая заготовочка для рыбалки. Опыт есть. Главное, желание было бы. Сюда мы добавляем щепоточку, просто щепотку соли, разрыхлитель. Ну вот одну ложечку как раз мы сюда чайную добавили. То бишь, чтобы все хорошо смешалось. Вот так вот. Так, после того, как мы перемешали, в этом древнем свитке сказано, что требуется добавить муку. Я буду добавлять постепенно, вот так. Малость добавил, грамм 30-25. И пошел перемешивать. Вот видите, он уже густеет. Мука делает свое дельце. Оно уже хорошо липнет к ложечке. Вот. Но мы продолжаем крутить машину. Чтобы не ездила ваша досточка по столу, добавляем под низ тряпочку. Это мой тесак японской. Отреставрирован, наверное, года 2 назад. А может и 3. Работает до сих пор. Сталь хорошая. Рукоять орех. Втулочка медная. С помощью этого инструмента мне требуется раздробить шоколад на вот такие небольшие осколки, которые впоследствии мы будем добавлять в нашу смесь. Видите? Аккуратно, чтобы пальчики ваши не поранились, как мои во время реставрации. Конечно, объемы можно увеличивать. Это зависит от ваших желаний. И легким движением руки опустошить ее. Вот один партизан убежал окольными путями. Вот.
Вот так, вот так. Делаем горку. Вот так. Просто накрываем ножичком. Аккуратно вот так срезаем и ставим в погреб или в холодильник на 30 минут. Перед тем, как мы достанем мисочку, мы должны отрезать нужное количество пергамента. Конечно, женщина сделает это красивее. Ну ладно, маргарин. И слегка натираем вот это все наше дело, дабы в будущем во время выпекания не прилипло бы наше тесто, так называемое, к пергаменту. Вот что у нас получилось, господа. Далее, рукой, желательно мытой, берем маленький кусочек, вот такой, кладем и надавливаем. И еще один кружок делаем, надавливаем. Крайний снежок был сделан. Сейчас мы это помещаем в духовку. На это градусов 180 заранее, чтобы оно накалилось бы. И далее мы уже помещаем наши печенюги. Оно готовится примерно минут 15-18. Спустя несколько минут после того, как оно было на нижнем этаже, я переставил на верхний. Вон они скворчат. И запах идет милый. Господа, минуло этак минут 20-23. Сейчас мы имеем уже готовый продукт, который можно доставать. Пожалуйста. Как говорится, домашнее есть домашнее. Господа, не забываем ставить лайк. Это помогает каналу и видео. Оставляйте свои комментарии. Делитесь этим видео. Ну и, конечно же, всем теплый шоколадный бибип. Еще, пожалуй, одну.